У нас утро субботы. Вот на окошках гирлянды, а за окном настоящая осень. Вот прям осень-осень. Периодически дождь, листья уже все, почти 90% уже опали, опять голые деревья, даже 99, я бы сказала. Вот. Ну, а у меня здесь сегодня незавершенный план на вчера. Вчера я планировала еще приготовить котлеты эти же, чтобы в субботу отдыхать. В итоге, конечно же, не приготовила, не захотела на вечер запах этот, знаете, в квартире создавать, чтобы потом спать. В любом случае он есть, а котлеты это такая вещь, знаете, держится очень-очень стойко. Поставила рис. Вот, и что хочу сказать, я сейчас вообще в восторге от масла кокосового. Я, в принципе-то, подумайте, что из дикого леса. Я-то и раньше его практиковала. Вот, но, видимо, я покупала его не рафинированное. Поэтому мне что-то, да, не понравилось. А потом мне чат GPT, в общем-то, я с ним советовалась в магазине, там, не знаю, около больше 10 здесь видов масел. И я советовалась, снимала и спрашивала у него, какое лучше всего для жарки. В итоге он посоветовал, что рафинированное кокосовое, это вообще это идеально. И что я вам хочу сказать, у меня же печка здесь термоядерная, просто термоядерная. Здесь или еле-еле, понимаете, или все уже горит, моментально притом. Вот. И на кокосовом масле вообще не подгорает, нет такого, вот как было на таком, на растительном. И это меня очень радует на самом деле, потому что, честно, меня прям вот интерес к готовке пропал, когда и так, знаете, нет, гаджетов мало, нет духовки, как бы, не разгонишься так, да еще и как бы и здесь толком не приготовишь. Это курицу начнешь жарить, она или горит, или вот это вся млеет, разваливается. В общем, такое. Кокосовое масло, конечно, очень выручает, именно рафинированное. Для меня, конечно, вот это было открытием. Ой, девочки, красивые, не могу, получились. Давно у меня таких не было котлет, честно. Наверное, отнесу маме. Гарнир не буду нести, потому что она там себе отдельно готовит. Рис она не ест, там то она не ест, в общем. А котлетки отнесу. Короче, возвращаюсь домой, рис покладу. Она не против риса, я понимаю. Начинает сейчас готовить гарнир. Дубль 2. С огурчиком уже полноценное второе. Раз такие пироги. Девочки, мы когда были в Амстердаме, я купила себе куртку. Сейчас, простите, включу свет. Я купила себе теплый пуховик. Вот, Джокс. Я не знаю, как я мерила. Вроде бы все было хорошо. Вот. Бегала еще в нем, как бы туда-сюда, еще думала. Я сейчас его выверну. Вот, и вам покажу. Вообще классный цвет, такой пудровый. Прям неожиданно он как бы попался. Вот. По очень хорошей цене. Но дома я обнаружила проблему. Сейчас покажу вам. Вы только посмотрите, какой он красивый. И что редкость для джог, это натуральный мех вот на капюшоне. Но я не слишком эти меха падкая, конечно же. Его можно отстегнуть, просто сам факт. Вот такие бренды, знаете, они, конечно, давно уже с натуральным мехом, с натуральными вот этими всеми делами не работают. Вот, а здесь прям натуральный мех. Посмотрите, какой он красивый. Он теплый, он красивый, у него классная длина. Но дома обнаружилась проблема с замком. Не знаю, как вам показать. Вот, видите? Вот здесь, конечно, он сейчас застегнут. Вот, с большим трудом. Я все хотела его отнести куда-то. Но вот это было тепло, как всегда, знаете, не до этого, но сейчас я прямо озадачена, потому что этот вопрос нужно решать. Вот, и я надеюсь, его мне решат. Обидно очень, потому что на самом деле очень классная куртка. Вот, но, знаете, как иногда не бывает все так, как хочется. Сейчас попробую, конечно, его отодвинуть туда, чтобы он просто вот был в замке и все.
Но это, наверное, не решит эту проблему. Вот, ну, короче, нужно будет нести что-то делать. Вот, ну, вот, подготовилась я, скажем так, к холодам. Вот такую вот красоту себе купила. Девочки, посмотрите, какой симпатичный. Цвет вообще обалденный. Просто я цвета вообще прям не могу. Вот, правда, нужно будет показать вам как-то полный рост, но для этого нужно купить нормальное зеркало, поехать в Икею. Вот это огромное, полный рост, угловое, чтобы оно стояло, потому что вот это, то, что у меня там, да, на туалете, это только уродует все на свете. Вот своим непрезентабельным видом. Вот. Красивый пуховик. В общем, ну, его нужно еще, мало того, что купили, да еще нужно теперь доводить до ума. Вот этого я, конечно, не люблю. Хотя справедливости ради, цена, конечно, была замечательная. Почти в 2 раза дешевле его стоимости настоящей. Даже в 3 раза, да. В 3 раза дешевле. У нас сегодня 16 ноября, и у нас сегодня так существенно похолодало. В воздухе прям зима. Я, правда, не была. Но все, кто приходит с улицы, все рассказывают. Это Дашунька, это Валерыч. Вот, они уже ходили, я нет. Вот, и посмотрите, как у нас черным-черно. Я вам сейчас покажу. Вон, смотрю Катю Ваню с Испании. Вот, они меня очень расслабляют. Знаете, вот прям обожаю их семью. Вот, правда. Вот просто образец. Не знаю, начиная с родителей, заканчивая этой парой, и то, как они воспитывают детей, и вообще весь их уклад жизни мне очень импонирует. Вчера у нас, кстати, лил такой дождь холодный, видимо, к перемене погоды. Вот. И еще вчера, кстати, Марк ходил на концерт. Он взял билет заранее, по-моему, месяца прям за 3. Какой-то у него любимый исполнитель, но я думаю, он сам, если у него будет желание, расскажет. Но он умер, и теперь его песни поет то ли его друг, то ли они вместе были одной группой. В общем, я так и не поняла, но в общем, он долго хотел. Вчера был на концерте, вчера пришел, зонт не взял, потому что это было в клубе, в закрытом, понятное дело. Там было столько людей, я говорю, куда мне еще зонт? Там хоть бы телефон, вы знаете, как бы при себе держать, контролировать не взял, пришел мокрый насквозь. Вот, так переживала, чтобы он не заболел, но все хорошо. Но он пришел, конечно, с такими эмоциями. Купил футболку, это еще группы, и, получается, еще дал телефон на сцену, как-то там у них там свои какие-то там прикольчики, и вот это кто-то с этой группы, то ли с администрацией, так и не поняла, в общем, да, собрали телефоны, вот это вот сняли зал сцены, в общем, вот эти все фишки, которые для них важны, в общем, все это, в общем, было. Понравилось, приехал довольный, счастливый, просто вообще я рада. Боже, я так рада, когда дети рады, когда немножко выпадают со своих вот этих депрессий, вот когда они счастливы, это на самом деле самое большое счастье. Маркоша, расскажешь про концерт, про свой? Концерт вообще классно прошел, вообще так хорошо. А что за группа была? Это не то, что группа, но исполнитель один. Который умер, да? Ну, это, в принципе, я рассказала. Ну, в общем, ты в захвате, да? Угу. Кадр не покажешь немножко? Сколько было людей в видео? Не, ну там много. Там ну, хотя бы одно. Там вот это, которое в зале. Сколько... Я просто хотела показать, сколько людей там было. Как атмосферненько было. Господи, сейчас. Это просто вот это вот там, где именно зал было видно. Ну, в общем, ну, там много. Много очень. Ну, вот, собственно. Во, Ага, столько. Вижу, да. Классно было, да? Угу. Мои дорогие зрители, мои дорогие девочки, мои дорогие мальчики, у нас сегодня уже понедельник. Вот, и у нас вот такое вот солнышко с утра. Правда, находят иногда такие тучи, просто устрашающие, что кажется, будет сейчас, я не знаю, конец света. Ну, через 3 минуты они уходят. Вчера, в воскресенье, получился такой, знаете, домашний, спокойный, весь день было пасмурно и очень значительно похолодало. То есть вот это вчера был, наверное, переход уже с осени к зиме, точно, потому что температура опустилась ниже 10 градусов, и я смотрю по прогнозу, выше она подниматься не собирается, вот, поэтому все, нужно настраиваться уже на зиму, так сказать. Муж вчера предлагал куда-то поехать.
А вот в субботу он предлагал поехать на какие-то там термальные источники, но почему-то не было желания. Вот правда, захотелось провести дома. Вот, просто поподделать, какие-то поподтягивать домашние дела. У меня уже полная была корзина стирки, нужно было постирать, нужно было там что-то там перегладить, прибрать, там, помыть ванную комнату полностью. Ну, вот эти все, знаете, мелочи, которые требуют, ну, достаточно времени, вот, и на которых никогда не хватает времени. Поэтому вчера вот я этим всем занималась. Так, у нас же сегодня урок. Марк, давай, удачи, давай. Мы с Дашей идем выше. О, hello. Наша преподавательница. У нас кофе-пауза. Время пролетело незаметно. No. En daar krijg je allemaal, in de schriftelijke cursus heb ik het al gezegd, kan je ook extra oefenen op schrijven. Ja? Maar dus hier in deze cursus kan je extra oefenen op uitspraak. Dus als we daarop klikken, uitspraak, voilà, dan kan je oefenen op de vocalen. Wat zijn de vocalen in het Nederlands? Всем привет большой. Отправила своих, Валерыч уехал по своим делам, Марк пошел на свои уроки. У меня было немножко времени посидеть, покайфовать, выпить кофе. Немножко тут дома прибралась. И у нас сегодня очень важный день, очень-очень важный. Такой прям, понимаете? Ну, не знаю, для меня точно. Как бы у нас в семье, наверное, никто так этим не озадачен, как я. Держу интригу. Почему? Потому что, ну, не хочу, знаете, телепать языком раньше времени. В любом случае вам позже расскажу, будь то позитивный или будь то негативный результат. Но вот сейчас точно. Не хочу ничего говорить, но прям важный. Так, что еще вам хотела сказать? Я хотела сказать по поводу, так я подумала, что старые видео, скорее всего, я буду выпускать, может быть, по понедельникам. Вот понедельник будет строго какое-то архивное видео. Вот, скорее всего, оно будет в разброс. Оно не будет четко последовательности, там, по временам, там, по годам. Я так думаю, будет все-таки лучше. Вот, так что, если кому интересно, по понедельникам ожидайте вот старое какое-то видео с нашего прошлого, так сказать. Так, пока я еще не занялась своим пуховиком, пока он у меня еще лежит, ну куда его надевать на себя, когда он как бы вещь, ну, не в порядке, я такое не люблю. Хотя можно было бы, конечно, его натянуть через голову, знаете, до конца там молнию, этот замок не закрывать, но я такое не люблю, знаете. Отнесу уже в починку совершенно новую вещь. Вот, нашла, вспомнила, у меня же есть пальто, вот, прекрасное вот пальто, как раз очень прекрасно, вот такой вот длины, ниже колена, покупала его когда-то во Франции, ну, такое, понимаете, из бренд, ну, не избитый, я таких пальто нигде не видела, это, по-моему, какая-то была в каком-то шоуруме, я брала, именно французском, это какая-то вот прям, ну, дизайнерская вещь, поэтому очень им дорожу, очень он мне нравится, классное качество, очень стильное, вот, и уже сколько я, 3 года, наверное, или 4-й год, вот, ношу, и оно совершенно, модель не стареет, и оно совершенно не выходит из моды, и оно мне даже не надоедает. И вот под что его ни одень, всегда ты прилично выглядишь. Вот такие вот тяжелые тучи, уже зимние, постоянно гуляют по небу. Вот пришла, ушла,
Вот и несут прям морозец в воздухе. Такой прям чувствуется, что это уже не осенняя, вот такая вот влажная прохлада, что прям уже морозец есть. Купила маме куркуму. Слава тебе, Господи, что она была рядом, потому что пришлось бы ехать бог знает куда. Оно, чтобы вы понимаете, если оно человеку нужно, то нужно прям немедленно. Господи, я пришла домой, там выложила продукты, вы посмотрите, какой кошмар. Вы посмотрите, какой кошмар. Вот что можно от этого ожидать, а? Черное все, мама мия. Такое то, где ты все такое берешь? А мне дедушка, если возьмем такие, я себе обязательно что-то такое куплю, что это. Я не думала, в кого есть, воно таке, но я купляла то, що мені було по душі. Вони всі інтересували. І коли я прийшла на Всем приветули большие. У нас среда, посмотрите. И у нас очередное такое, понимаете, такая эстетика, такая природная. Каждый день какие-то новые пейзажи, краски. Прям все такое, понимаете, как бы, круче, чем накануне. Каждый раз что-то новое. Вот, посмотрите, как сильно поменялось небо, вообще природа. С приходом зимы меняется. Осенью было одно, вот сейчас с приходом зимы вот совершенно другое, летом третье. Так что интересно, конечно, наблюдать. У нас утро, я только недавно проснулась, вот сижу сейчас, пью кофе и думаю, пока у меня есть немножко время, поделюсь с вами вот вчерашними эмоциями, вчерашними событиями. Вот, в общем, в чем вчера была вся суть, почему я так радовалась. Вот. Эх. В общем, у меня есть хорошая знакомая, семья. Вот. И выяснилось, последний раз, когда мы с ними виделись, вот, выяснилось, что у них есть дом, который они сдают. При каждой нашей встрече как-то так или иначе разговор заходил, как бы то, что они раньше там жили там, ну, там в одном там городе, ля-ля-ля, ну, то, что у нас там было, у них там было тоже жилье свое, и, в общем, детям, потом они переехали, купили другой дом, вот, и что дети скучают за тем местом, где они раньше были, и просятся туда. Ну, в общем, как-то так, знаете, сложилось у меня все равно определенное впечатление, в общем, ну, знаете, слушаешь, и, понятное дело, что-то откладывается, у тебя возникает какая-то там своя картина, вот, и, в общем-то, при последнем нашей встрече выяснилось, что тот дом они, вот, то есть не продали, я так что-то подумала, что они там жили, потом переехали, даже не знала, то их был, не их, там продали, что они там сделали. А в эту встречу они сказали, что, оказывается, это он их так и остался, и они его не продали, и то есть там живут у них квартиранты, которые, ну, вот уже у них заканчивается срок, договор, и они переезжают. И я такая думаю, опа, дом так порасспрашивала, и у меня уже сложилось какое-то впечатление об их рассказах, вот, что там прекрасно, там маленький садик, там есть участок земли, и это домик, понимаете, это не квартира, это домик, и вообще они люди вообще приличные, у них дома так красиво, и у меня, конечно же, вот сложилось, еще раз повторюсь, такое впечатление, хорошая такая картинка. Вот, и я говорю, так может, говорю, вы нам его сдадите, раз у вас уже, ну, типа, люди выезжают, потому что, ну, нам бы хотелось переехать, чтобы мама там была с нами, ну, как-то сменить, да, потому что здесь тоже кучу нюансов, вроде бы, как нам там и то, и то, и то, и то. Она, не, ничего не обещаю, потому что там делать нужно ремонт, они там жили уже столько лет, а жили у них бельгийцы, там семья. Вот, и то вроде бы как заселились там полностью семья, а потом папа то ли умер, то ли развелись, то ли что, и потом девушка там, дочка вышла замуж, это молодой парень там с ними стала жить, ну, в общем, такое там что-то. И, в общем, она говорит, что нужно делать много ремонта, в общем, она ничего не обещает. Ну и все, и тут прошел уже, наверное, месяц, может быть, даже больше, и тут мне звонит Юрий, получается.
Вот, и говорит, что Виктория, я же не знал там про ваш разговор. Ну, типа, вы можете приехать, если вам там, типа, это еще актуально, вы можете приехать посмотреть. Вот, и все обсудить. И я вот это такая вся в воодушевлении, я настолько обрадовалась, потому что Верлик, я знаю, это классный, это очень городок, я вам рассказывала уже про него, там недалеко Икея. Вот, ну, такой, значит, там приличный, такой спокойный, вот. По описаниям же я думала, и дом, как бы, это намного круче, думаю, и садик, я уже представила, как я весной пью чай, и летом, и выращиваю цветочки, и помидорчики, и огурчики. В общем, не буду вас томить, приехала, и такое разочарование просто, капец. У меня было такое воодушевление, ну, вы помните, с каким настроением я туда ехала, и то, что мы увидели, конечно, ну, это пипец. Я вообще нужна... Вообще нужно, я так поняла, на слова людей не обращать внимания, честно. Вот только пока увидишь своими глазами, это в корне отличалось от того, что я вообще слышала. Там заднего двора его нет. Я не знаю, почему они так сказали, что там был у нас, типа, вот эта терраса, задний двор даже больше, чем у нас здесь, там, где они сейчас живут. А у них там очень большой задний двор. Вот этот вот, там, где у них там растут даже деревья. Я так, а тут вообще такой треугольничек, и он все так заставлено, ну, как колодец, знаете, все заставлено зданиями, какими-то там домами, чем-то, ну, вообще, такие не очень приятные такие пейзажи. Но, к сожалению, я не могла вам снять, там ничего показать. Ну, там есть маленький барбекю, конечно, вот из плюсов, вот то, что там выложено барбекю, можно жарить, было мясо. А так, вообще, ну, вот задний двор так треугольничком, и все, и он темный, же он окружен прям до самого этого. Сама внизу кухня, это с салоном, ну типа как вот эта комната у нас. Она вообще темная, без окон, там раньше был гараж, там очень сыро, холодно. В кухне вообще не разбери, пойми, она какая-то вся не совсем ухоженная. Есть посудомойка, но она ржавая. Ну такое все, понимаете, Даша холодильник открыла, он с запахом каким-то. Поднялись наверх, спальня одна вообще без окон. Ну, там батарея подтекает, там то, там все, ну, короче, вообще ни за что зацепиться, понимаете? Вообще двора впереди нет, места для парковки нет, ну, это чепуха, ладно, у нас машины нет, вот, сразу выходишь как бы на улицу, но это все чепуха. Вверху 3 спальни вот так идут подряд, одна вообще из них идет, вообще, я же говорю, без окон, и лестница очень крутая, очень высокая, и маме там вообще никак. Ну, как она будет ходить, и вниз то пространство, понимаете, где собирается семья, вот как у нас вот здесь, да, то есть спальни это спальни, а здесь мы там собираемся, отдыхаем, разговариваем, там кушаем, там приходят там к нам, допустим, там знакомые, там что мы тут, ну, как обычно, зал-салон, там, ну, это нереально, он какой-то темный, холодный, неуютный, ну, как вот по земле ходишь, понимаете. Еще сырой, стена течет и пахнет, так пахнет плесенью, вот этой сыростью. Хоть он и сказал, что нет, здесь типа сухо, ну, пахло. И я не знаю, сколько там нужно и топить, сколько там коммуналка пойдет. Ну, короче, все, однозначно нет. Вот это вот, я стояла там, вы понимаете, и мне вот это там, где мы живем, наша квартира, казалась царством. Маленькая, уютненькая, тепленькая, и все светленькая, скажем так, вот. И все, еще и дороже там цена. Вообще не пойму, почему. Спросили про посудомойку. Да я не знаю, работает. Да я не знаю, холодильник тоже работает или нет. И то не знаю, то не знаю. Зато цену уже поставили, уже там кучу, там, понятно, страховки туда-сюда. А что предоставляется там? Ну, короче, тем более, когда я говорила про наши, я там рассказывала, что у нас нет духовки, у нас нет того, сего. И как-то был такой разговор, что ну как это так, ля-ля-ля. В общем, в итоге у них тоже ничего не предоставляется, еще и все намного печальней. Ну да, там 3 спальни, но толку от них вообще. Так что мы такие развернулись и уехали, и поняли, что вот это прекрасный вариант. И к чему я просто что веду, что все равно же этот дом кто-то снимет за такие деньги не занималые, потому что действительно дефицит сейчас, да, тут жилья. Ой, и это, конечно, кошмар, да, на самом деле, вот это вот жилье, вот, вы знаете, вот написали мне комментарий, да, под прошлым видео, что там, что вы обманываете в плане там работы, что ее нет, там языки, знаете,
Вот, ну, вот это опять с такого же. Я лишний раз убедилась, что я не хочу вообще ничего рассказывать про себя и вообще ничего с этой области. Потому что все за это же зацепится, все остальное пропустится мимо ушей, за это зацепится и начнется вот это вот раскручивание. Понимаете? Это настолько все, я 150 раз говорила, что это все индивидуально настолько, что представить себе, ну, то есть, ну, это у каждого вообще своя история, своя ситуация. Я уже это 100 раз говорила. Не надо никого... Вот почему я не хочу ничего рассказывать. Потому что чтобы я людей и не отбила, и в то же время не вселила какие-то лишние надежды. Если вам хочется, если у вас есть на это силы, уверенность, вы чувствуете потенциал, берите, едьте, пробуйте, делайте. Только так вы сможете. Никакие вам видео, никакие блоги вам не помогут в этом. Берите, едьте, начинайте, что-то делайте. И только тогда на собственном опыте вы уже можете все пройти и уже для себя решить. Вот я вам серьезно говорю, никого никогда не слушайте. И я не буду на эту тему распространяться. Понимаете, жилье можно найти, всегда можно найти. Бывает рулетка, бывает счастливый случай, все, что хочешь бывает. Стечение обстоятельств, хотя его нереально здесь найти, тоже можно сказать. Нереально, но люди же как-то находят работы, вот вы не врите. Нельзя работу здесь найти без знаний. Да находят. Все мои знакомые, все работают где-то. Подработки, не подработки, понимаете, постоянные работы с языком, без языка. Но у всех маломальский какой-то английский есть. На английском можно найти. Есть люди работают у украинцев, у армян. Здесь вы знаете, сколько с бывшего СССР еще. Я не буду говорить СНГ, СССР еще. Сколько здесь людей, которые переехали больше 20 лет. Которые разговаривают на понятных нам языках, которые пооткрывали здесь какие-то там свои дела, и у которых можно работать. Вот я знаю, у меня знакомая есть семья, мужчина приехал, на следующий день нашел работу без знания языка у армянина, у того там какая-то там автомобильная, там какая-то станция СТО, тут много магазинов наших, ну, работают мужчины транспортниками, на дальнобойщиками, тоже с минимальным языком, да, с минимальным языком как-то работают. Ну, можно найти, люди все работают, есть, конечно, всякое разное, но большинство все работают. Вот, в уборках женщины, которые здесь, большинство женщин еще приехало сюда еще до войны. Не буду уже говорить, с каких там регионов Украины. Они тут все работали еще до войны и продолжают здесь. И вот это все потом позабирали со своих там сел, городов. Они здесь по уборкам. И здесь по уборкам они нормально вообще все работают и зарабатывают. Потому что бельгийцы не такие требовательные, допустим, как у нас, что там нужно, я не знаю, что сделать, чтобы угодить. Здесь обычные нормальные уборки. Пришла... Ну, чтобы это было просто чисто, никто ничего не требует сверхъестественного. И тут большинство, если нет языка, нет, там пока ищут люди, там, может, что-то там другое, какое-то, ну, серьезное финансовое какое-то положение, все работают на уборках. И пока ты ищешь работу, допустим, где-то, да, может, ее и не просто найти какую-то вот такую прям хорошую в офисах там или еще что-то, но заработать себе на жизнь на обычных работах, понимаете, как у нас люди заработают бизнесом, занимаются, примерно такие же деньги. Можно и здесь. И вам вот, ну, я же общаюсь с людьми, я не буду говорить понапрасне. Но даже люди, которые работают, ждут, ищут работы, пишут резюме, точнее, отправляют резюме, ну, смотрят вакансии, ждут. Ну, то есть вам же никто на второй день тут не ответит. Прям. Есть такие сайты, там где есть временные подработки, понимаете, там пойти кому-то убрать, присмотреть за собакой, присмотреть за детьми, там прогуляться с бабушкой, там пожилой чьей-то. И это все оплачивается нормально в час. Ну, вообще нормально. Ну, здесь куча вариантов, здесь ты не останешься. Просто, если ты хочешь работать, то ты найдешь себе работу. А вот это сидеть невозможно найти... Ну, если вам невозможно, значит невозможно. Вот, все, ну, я ничего не могу сказать. Вот.